Тема «Протесты события на площади Тяньаньмэнь 1989 года». Несколько слов. Протесты события на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Также их именуют бойней на площади Тяньаньмэнь, Тяньаньмэньским инцидентом. На китайском языке в Китае событиями 4 июня. Для большей части мира это массовое убийство на площади Тяньаньмэнь. Протесты были частью революции 1989 года во время окончания Холодной войны. Они представляли собой студенческие демонстрации, которые проходили на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В ходе так называемой бойни-резни на площади Тяньаньмэнь, по-китайски это именуется расчисткой 4 июня, вооруженные автоматами войска в сопровождении танков открыли огонь по демонстрантам и тем, кто пытался блокировать продвижение военных на площадь Тяньаньмэнь. Протесты начались 15 апреля и были насильственно подавлены 4 июня, когда правительство объявило военное положение и направило Народно-освободительную армию для оккупации части Центрального Пекина. В общем, ранним утром 4 июня по решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч, плюс еще тысячи людей получили ранения. Однопартийная политическая система столкнулась с проблемой своей легитимности. Общие жалобы в то время включали инфляцию, коррупцию, ограниченную готовность выпускников к новой экономике и ограничения на участие в политической жизни. Студенты призывали к большей подотчетности, конституционному процессу, демократии, свободе прессы, свободе слова. В разгар протестов на площади собралось около 1 миллиона человек. По мере развития протестов власти реагировали как примирительной, так и жесткой тактикой, обнажая глубокие разногласия внутри партийного руководства. К маю студенческая голодовка вызвала поддержку демонстрантов по всей стране, и протесты распространились примерно на 400 городов. Среди высшего руководства возникли призывы к решительным действиям путем насильственного подавления протестующих. 20 мая Государственный совет объявил военное положение. Было мобилизовано в Пекине около 300 тысяч военнослужащих. Ранним утром 4 июня войска продвинулись в центральные районы Пекина по основным магистралям города, убив при этом как демонстрантов, так и случайных прохожих. Международное сообщество, правозащитные организации и политологи осудили китайское правительство за массовое убийство. Западные страны ввели эмбарго на поставки оружия в Китай. Китайское правительство произвело массовые аресты протестующих и их сторонников, подавило другие протесты по всему Китаю, выслало иностранных журналистов, строго контролировало освещение событий в местной прессе, усилило силы внутренней безопасности, а также произвело чистки среди чиновников, которых оно сочло сочувствующими протестам. В более широком смысле подавление протестов положило конец политическим реформам, начатым в 1986 году, и остановило политику либерализации 1980-х годов. Воспоминания о протестах широко ассоциируются с сомнением в легитимности Коммунистической партии Китая и остается одной из самых чувствительных и наиболее широко подвергаемых цензуре тем в Китае. Протесты на площади Тяньаньмэнь были студенческими демонстрациями, призывавшими к демократии, свободе слова, свободной прессе в Китае. Были и другие протесты на площади Тяньаньмэнь в 1919 году и в 1976 году. Протесты 1989 года были организованы группами студентов, интеллектуалами и политическими активистами. Большинству протестующих не нравилось, как коммунистическая партия Китая управляет экономикой. Некоторые люди хотели перемен в сторону демократии. Большинство людей протестовали на площади Тяньаньмэнь в Пекине, но некоторые протестовали в других городах. 4 июня 1989 года правительство применило силу, чтобы положить конец протестам. В результате многие люди получили ранения или погибли. Официальная позиция Китая по поводу этих событий заключалась в том, что протесты необходимо было разогнать, чтобы не нанести ущерб стабильности в стране. Многие сцены были показаны по всему миру СМИ.
Протесты имели разные причины. Коррумпированность коммунистической партии была главной проблемой. Контроль над экономикой работал плохо, страна была бедной, и хуже всего приходилось городским жителям. Интеллектуалы, студенты и промышленные рабочие опасались безработицы и социальных проблем. Они чувствовали себя бесправными. Это означает, что люди чувствовали, что они ничего не могут поделать с этими проблемами. Когда Ху Яобан внезапно скончался от сердечного приступа 15 апреля 1989 года, студенты отреагировали бурно. С Ху Яобаном люди связывали надежды о большей либерализации и модернизации. Смерть Ху послужила поводом для того, чтобы студенты собрались в большом количестве. В университетских городках появилось много плакатов, восхвалявших Ху. В течение нескольких дней писалось о широких политических проблемах, например, о коррупции, об отсутствии свободы слова и демократии. Утверждается, что это была одна из крупнейших многолюдных демонстраций за всю современную историю.